После многолетних поисков, которые стали бесконечно дорогой надежды, отчаяния и тихой, но непоколебимой веры, мужчина почти смирился с мыслью, что навсегда расстался со своим лучшим другом, котом по кличке Барсик. Он часто ловил себя на том, что оборачивался на шелест в зарослях или прислушивался к знакомому звуку, похожему на мягкое кошачье мурлыканье, но каждый раз это оказывалось обманом, игрой воображения. Однако через 7 лет, когда жизнь уже заставила его смириться с утратой, раздался нежданный звонок из приюта для животных. Мужчина услышал спокойный голос женщины, которая назвала его имя и уточнила, был ли он когда-то хозяином кота по имени Барсик. Сердце его остановилось. Он подумал, что это путаница, недоразумение, чья-то случайная попытка пристроить незнакомого питомца. Но следующие слова перевернули всю его вселенную. «Мы нашли вашего кота. Он жив». 7 лет назад американец по имени Майкл не мог представить, что его жизнь так круто изменится из-за внезапного исчезновения любимца. Барсик прожил с ним много лет, вырос в его доме и стал полноправным членом семьи. Это был питомец с ярким нравом, немного капризный, порой своенравный, но бесконечно преданный. Он обожал спать на подлокотнике дивана, сидеть у окна, наблюдая за птицами, а больше всего дремать на груди хозяина, тихо мурлыкая и поднимая лапку, будто в знак приветствия. Когда семья готовилась к переезду в другой штат, дом наполнился коробками, суетой, голосами. Возможно, эта неразбериха напугала кота, или он просто вышел погулять и заблудился. Но факт оставался фактом. Накануне отъезда Барсик пропал. Майкл сразу понял, что не может просто жить дальше, как ни в чем не бывало. Для него Барсик был больше, чем просто животным. Он был тем, кто поддерживал его в трудные времена, кто первым встречал после работы и кто одним лишь взглядом мог снять усталость. Поэтому, когда кот исчез, мужчина отложил все дела. Он отменил переезд, забросил важные планы и полностью погрузился в поиски. Он исходил все окрестности, обзвонил все приюты, расклеил листовки, разместил объявления в сети. Он разговаривал с соседями, заглядывал в каждый уголок, проверял все возможные укрытия. Друзья старались поддержать, семья переживала, но никто не мог заменить Барсика. «Я тогда молился каждый день», — вспоминал Майкл. «Я говорил, что сделаю все, лишь бы он отыскался. Чтобы он был жив, здоров, чтобы я снова мог обнять его». Но шли недели, затем месяцы. И, наконец, целый год. Поисковые группы, объявления, ночные обходы — ничто не давало результата. Переезд все же пришлось совершить, жизнь продолжалась, но внутри Майкла оставалась тихая боль, которая не проходила. С годами эта боль лишь притупилась, но не исчезла. Даже спустя 7 лет Майкл часто вспоминал своего кота. Каждый раз, видя похожего котенка, он чувствовал, как сердце сжимается. Каждый раз, слыша истории о возвращенных животных, он невольно мечтал, что чудо может случиться и с ним. Но разум подсказывал обратное, шансы были слишком призрачны. И все же жизнь иногда преподносит сюрпризы, в которые сложно поверить. Однажды добрая женщина заметила на улице кота, который медленно брел вдоль дороги. На вид он был старым, уставший взгляд, потрепанная шерсть, хрупкое тельце. Он казался потерянным, будто что-то искал, но уже не имел сил продолжать путь. Женщина не смогла пройти мимо. Она бережно взяла кота, укутала в плед и отвезла в ветклинику. Там питомца осмотрели. Он был истощен, шерсть свалялась, лапки дрожали, но, к удивлению ветеринаров, его состояние в целом было стабильным. Он был не молод, но крепок, словно кто-то все это время помогал ему выживать. Когда сотрудники клиники провели стандартную процедуру, проверили микрочип, они сначала решили, что прибор ошибся. На экране появилось имя владельца, регистрационный номер, адрес и телефон. Это был Майкл. Коту, которому исполнилось 17 лет, значился пропавшим много лет назад.
Работники приюта переглянулись, не веря глазам. Но данные были точны, перед ними был тот самый кот по кличке Барсик. Когда Майклу позвонили и сообщили новость, он сначала онемел. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить услышанное. Он даже переспросил: «Вы уверены?» «Это правда, Барсик?» Женщина на другом конце провода ответила: «Да, сэр. Это ваш кот. Он жив. Он ждет вас». Майкл не раздумывал ни секунды. Он сел в машину и через несколько часов был в пути. Дорога казалась вечностью. В голове проносились мысли: узнает ли его кот? Не испугается? В каком он состоянии? Как прошли эти 7 лет? Он замечал, что рука дрожит на руле. Он то прибавлял скорость, то сбавлял, пытаясь успокоиться. Когда он прибыл в приют, его встретили сотрудники, уже знавшие, как важна эта встреча. Они сдерживали эмоции, но у многих на глазах блестели слезы. Его проводили в небольшую комнату, где стояла картонная коробка с мягким пледом. В коробке лежал старый кот, медленно повернувший голову на звук шагов. В этот момент тишина стала почти физической. Барсик посмотрел на человека. Сначала взгляд был настороженным, угасающим, но затем в его глазах вспыхнула искра, знакомая, почти забытая. Майкл шагнул вперед. Его губы задрожали, он хотел что-то сказать, но слова застряли. Он лишь прошептал: «Барсик, это я», и кот откликнулся. Он приподнялся, хотя это давалось ему с трудом, сделал несколько шажков, потерся головой о руку хозяина. И как только Майкл его погладил, кот тихо замурлыкал, точно так же, как много лет назад. Майкл плакал, не скрывая слез. Он гладил Барсика, прижимал к себе, словно боясь вновь утратить. Персонал приюта наблюдал за ними, кто-то снимал на телефон, чтобы сохранить этот поистине уникальный миг. Позже они признались, что это была самая трогательная встреча за все время их работы. Через несколько минут Барсик устроился на руках у Майкла, положив голову ему на грудь, как делал это раньше. Казалось, будто эти 7 лет стерлись, как будто их и не было. Теперь Барсик снова дома. Его ждет уют, забота, медицинское наблюдение, главное — человек, который не разучился его любить. Несмотря на возраст, несмотря на испытания, несмотря на годы скитаний, он обрел дом. Эта история напоминает: никогда не стоит окончательно терять надежду. Иногда судьба готовит удивительные повороты, и даже спустя много лет случается то, во что трудно поверить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!